Он держит в руках перчатки. Это розовое одеяло! Эти кадры снимает семья 19-летней Мии Маркано. Они еще не знают, где находится Мия. Не знают, что произошло после того, как она закончила рабочую смену. Но уже уверены, этот мужчина знает гораздо больше, чем говорит. И одну вещь на записи они узнают сразу. Это одеяло Мии. Родственники не ждут указаний. Они едут за этим человеком, находят его машину и фиксируют все на телефон. Полиция в это время все еще пытается установить, куда исчезла Мия. Но почему семья почти сразу выбрала именно этого мужчину? Что он сказал им несколькими часами ранее? И почему после разговора с полицейским он просто садится в машину и уезжает? Через 2 дня мужчину с этой записи найдут мертвым. А позже следователи обнаружат одну деталь, которая полностью изменит смысл этих кадров. У этого мужчины был доступ туда, где Мия должна была чувствовать себя в безопасности. Осенью 2021 года Мия Маркано 19 лет. Она учится на 2-м курсе Валенсия колледж в Орландо и получает степень Associate in Arts. Учебу совмещает с работой в офисе жилого комплекса Арден Виллас, того самого места, где снимает квартиру. Орландо находится примерно в 3 часах езды от округа Бравард, где живет ее семья. Это первая важная вещь, которую нужно понимать. Мия живет отдельно, но не оторвана от близких. Семья тесная, шумная, постоянно на связи. Если Мия надолго исчезает из переписки, это замечают. Она любит бабочек, особенно королевский синий цвет. Позже бабочка станет символом фонда ее имени. Но до всех мемориалов и законов Мия — просто молодая женщина, которая строит собственную жизнь. Учится, работает, планирует поездки, спорит, смеется и регулярно возвращается домой, к семье. На выходные 24 сентября она собирается лететь из Орландо в Южную Флориду. Родные ждут ее. По словам семьи, незадолго до этого Мия просила близких приехать к ней в Орландо, но у них не получилось. Позже ее тетя будет вспоминать эту просьбу как возможный сигнал тревоги. Важно не превращать поздние чувства вины в доказательства. Мы не знаем, что именно Мия чувствовала в тот момент. Мы знаем, что в пятницу она собирается домой. У нее есть билет, планы на выходные и семья, которая следит за ее дорогой. В квартире остаются вещи, без которых она почти никогда не уезжает. В том числе любимый плюшевый медведь. Поэтому, когда Мия внезапно перестает отвечать, близкие не успокаивают себя мыслью, что она просто изменила планы. Они начинают звонить. Пятница, 24 сентября. Мия работает в офисе аренды Арден Виллас. Вечером у нее рейс в Форт Лодердейл. Около 5 часов камера комплекса фиксирует, как она покидает офис и идет в направлении своей квартиры. Это последнее подтвержденное изображение Мии живой. Запись камеры кажется почти обыденной. Молодая женщина заканчивает рабочий день и идет домой, собираться в аэропорт. Но после этого ее уже никто достоверно не видит. Мия не отвечает так, как обычно. Она должна добраться до аэропорта. Семье приходит сообщение о поездке Uber. Но сама Мия на рейс не садится. В 22:30 самолет улетает без нее. К этому моменту ее мама уже звонит в офис шерифа округа Ориндж и просит проверить, все ли с дочерью в порядке. Для полиции это пока вызов о пропавшем взрослом человеке. Для семьи — начало кошмара, в котором каждая следующая деталь будет говорить: Мия не ушла добровольно. Первая такая деталь находится в ее спальне. В 21:23 мать Мии обращается в офис шерифа. Заместителя шерифа направляют в Арден Виллас в 21:42.
Согласно опубликованной полицией хронологии, он прибывает примерно в 22:02. На стук никто не отвечает. Затем возвращается соседка Мии по квартире. Внутри обнаруживается новая преграда. Дверь спальни Мии заперта, а с другой стороны к ней придвинут небольшой белый стеллаж. Попасть в комнату удается через окно. И здесь появляются детали, которые позднее станут центром спора между семьей и офисом шерифа. В комнате беспорядок. На полу лежат поврежденные украшения. Кровать сдвинута на несколько сантиметров. Это заметно по вмятинам на ковре. На наволочке есть высохшее пятно крови. Под ковриком позже обнаружат лезвие канцелярского ножа. Дополнительный оконный фиксатор, который установил отец Мии, снят или поврежден. И еще одна деталь. Мия оставила любимого плюшевого медведя. Для полиции сам по себе он ничего не доказывает. Для семьи это не похоже на нее. Первичный сотрудник оформляет Мию как пропавшую, но квартира в этот момент не получает того уровня охраны и обработки, которого ждет семья. Позже родные заявят в гражданском иске, что сотрудник позволил соседке пролезть через окно без средств защиты, не принял найденные охранником отпечатки и не воспринял комнату как очевидное место преступления. Внутренняя административная проверка действительно отметит недостатки документации и реакции. В первоначальном рапорте не были отражены некоторые поврежденные вещи, а информация охранника об отпечатках не была должным образом оформлена. Но есть и позиция шерифа Джона Мины. Значительные ресурсы к расследованию подключили позже в субботу, когда появились дополнительные сведения. Эти две позиции не отменяют друг друга. У семьи были основания чувствовать, что признаки опасности недооценили. А юридический порог для задержания действительно выше, чем тревожное поведение или подозрение родственников. В этот момент у семьи еще нет имени преступника и нет полной картины. Есть только комната, которая не похожа на место, откуда человек спокойно уехал на выходные. А затем к дому Мии сам приезжает мужчина, которого никто из родственников не вызывал. Около 3:45 утра, когда родственники собираются у Арден Виллас, к ним подъезжает 27-летний Армандо Кабальеро. Не семья находит его, он появляется сам. «Вы ищете Мию?» – спрашивает он тетю. С этого момента телефон близких становится камерой наблюдения, протоколом допроса и страховкой одновременно. Армандо работает техником в том же жилом комплексе. Он говорит, что узнал об исчезновении от коллеги. Утверждает, что давно не общался с Мией. Но родственники знают другое. Они видели сообщения, знают, что он отправлял Мии цветы, знают о переводе в $700, который она, по словам друзей, вернула. Коллеги позднее расскажут, что Армандо писал длинные эмоциональные тексты и расстраивался, когда Мия не отвечала. Его романтические попытки она отвергала. Когда его прямо называют одержимым, он отвечает: не надо выставлять его преследователем, интерес якобы был не только с его стороны. Это важное противоречие. В одной части разговора он дистанцируется от Мии, в другой защищает идею взаимной связи. Затем произносит фразу, которая часто звучит в историях о подозреваемых: «Если бы он был виновен, зачем бы приехал сам?» Но добровольное появление не доказывает невиновность. Иногда человек приходит, чтобы узнать, что уже известно другим. Иногда, чтобы сформировать собственную версию событий. А иногда он действительно считает, что помощь снимет подозрения. Мы не можем знать, что именно думал Армандо. Но семья может сравнить его слова с тем, что Мия показывала и рассказывала близким. Семья замечает у него повреждения на лице и руке. По их словам, при выходе из машины у него выпадает брелок, а внутри они видят одеяло, похожее на одеяло Мии, и черный рюкзак. Эти наблюдения передают находящемуся рядом сотруднику. Армандо разговаривает с полицейским, затем садится в машину и уезжает.
Для семьи это выглядит как упущенный шанс. Для офиса шерифа ситуация, в которой подозрения еще не подкреплены достаточными основаниями для задержания или обыска. И тогда близкие принимают решение, которого от них никто не требовал. Они едут за ним. Утром 25 сентября родственники находят Армандо у другого жилого комплекса. Они снимают его издалека. На записи он паркуется, выходит из машины и направляется к зданию. В руках у него перчатки и сложенная розовая ткань. «Это мое одеяло», — реагирует родственница Мии. Около 8:47 полиция Каслберри приезжает после звонка семьи. Родственники сообщают, что видели Армандо с перчаткой, рюкзаком и розовым одеялом. Позднее журналисты сравнят номер машины на семейной записи с автомобилем, который изымут правоохранители. Номера совпадут. Но запись сама по себе не объясняет происхождение ткани. Принадлежность одеяла Мие – утверждение семьи. Публично известного результата отдельной экспертизы, подтверждающей это, нет. Примерно в 9:52 сотрудники остаются рядом, пока близкие с разрешения Армандо осматривают его квартиру. Это еще не официальный обыск по ордеру. Около 3 часов дня Армандо уезжает. Это последний раз, когда его видят живым. К 16:30 детективы считают его подозреваемым. В 17:44 его жилье берут под охрану, пока готовят материалы для судебного ордера. Семья оказалась возле нужного человека раньше, чем полиция смогла юридически связать его с исчезновением. Они записали его слова, машину и вещи в его руках. Но почему их интуиция оказалась настолько точной? Ответ находился не на записи с телефона. Он хранился в электронной системе дома Мии. Когда детективы проверяют журнал доступа Арден Виллас, подозрение впервые превращается в цифровое доказательство. Армандо был не просто коллегой Мии. Как техник комплекса он имел служебный мастер-брелок, способный открывать квартиры жильцов. И система сохранила время его использования. Около 16:30 его мастер-брелок использован на двери Мии, примерно за полчаса до окончания ее смены. Рабочего задания на эту квартиру нет. Мия возвращается со стороны офиса. В 17:52 автомобиль Армандо покидает комплекс. Следствие приходит к версии. Он заранее проникает внутрь, дожидается Мию, нападает на нее, а затем вывозит из Арден Виллас. У этой реконструкции есть сильная цифровая опора, журнал ключа и камеры. Но точный ход нападения неизвестен. Армандо никогда не даст показаний. Судебного процесса не будет, а состояние тела позже не позволит медицинскому эксперту установить конкретную причину смерти. Поэтому корректная формулировка звучит так. Офис шерифа пришел к выводу, что Армандо Кабальера похитил и убил Мию. Его вина не была установлена приговором суда, потому что до предъявления обвинения он умер. После выезда из Арден Виллас он, по данным полиции, пытается создать алиби. В 19:01 с номера Google, связанного с ним, поступает ложная заявка на экстренный ремонт в том же здании. В 19:11 он просит сотрудника открыть въездные ворота. В 19:16 у внешней двери квартиры Мии используют ее собственный брелок, но входа внутрь, по данным следствия, не происходит. В 19:38 его автомобиль снова покидает район комплекса. А с 20:20 до 20:40 телефон Армандо находится возле Тимберскан, другого жилого массива, примерно в 20 минутах езды. Именно там, через 8 дней, найдут Мию. Теперь кадры семьи с перчатками и одеялом выглядят иначе. В момент съемки они руководствовались сообщениями Мии, поведением Армандо и собственным ощущением опасности. Электронный журнал покажет, они следили не за случайным знакомым. Они следили за человеком,
который, по версии полиции, уже проник в дом Мии. Теперь у полиции есть несколько независимых линий. Первая – доступ в квартиру без рабочей заявки. Вторая – камеры, фиксирующие Мию после смены, и автомобиль Армандо, покидающий комплекс. Третья – попытка создать ложный вызов на ремонт. Четвертая – геолокация телефона возле Таймберскан. И пятое — семейная запись. Слова Армандо, его противоречия и вещи, с которыми его видели утром. Каждая линия по отдельности оставляет пространство для объяснений. Вместе они образуют маршрут. Сначала Армандо получает доступ в квартиру. Затем Мия заканчивает смену. Его машина уезжает. Позднее он возвращается и создает активность, похожую на алиби. А после этого его телефон оказывается возле места, с которым Мия никак не связана. Семья пришла к нему через поведение, сообщения, деньги, противоречия и вещи в автомобиле. Полиция приходит к нему через данные. Эти две линии сходятся только после того, как Армандо уже уехал. Пока детективы готовят ордер, близкие продолжают звонить Мии. Ее телефон не отвечает. Билет остается неиспользованным. Любимый медведь все еще лежит в комнате. Для родных цифровая схема не заменяет единственного ответа, который им нужен. Где она? Но человека, который, по мнению следователей, знает этот ответ, уже нигде нет. В понедельник, 27 сентября, Армандо Кабальера находят мертвым в квартире в округе Семинол. Власти сообщают о самоубийстве. Теперь человек, которого полиция считает ответственным за исчезновение Мии, не может объяснить ни мастер-ключ, ни поездку к Таймберскан, ни ложную заявку на ремонт. Его смерть не завершает поиск. Она делает его сложнее. У следователей остаются устройства, автомобиль, данные с камер и телефонов. Но нет признания, нет точного места, нет ответа на вопрос, где Мия. К поиску подключаются многочисленные сотрудники, волонтеры и ФБР. Проверяют водоемы, лесные участки, гаражи и склады. Семья распространяет фотографии и продолжает публично требовать действий. В информационном шуме появляется соблазн считать дело раскрытым. Подозреваемый определен, маршрут примерно понятен. Но для семьи дело не раскрыто, пока Мия не найдена. Цифровой след Армандо снова возвращает расследование к промежутку между 20:20 и 20:40 24 сентября. К комплексу Тимберскан. Тимберскан находится к юго-западу от Арден-Виллас. Это место было знакомо Армандо. По данным следствия, раньше он жил в этом районе. Утром 2 октября поисковая группа обнаруживает тело в лесистой зоне рядом с комплексом. Поблизости лежит сумка с документами Мии. Шериф Джон Мина объявляет, что власти почти уверены в идентификации. Позже медицинский эксперт подтверждает: найдена Мия Маркано. Она была связана черной клейкой лентой. Запястье за спиной и лодыжки. Лента находилась и в области шеи. Эксперт допустил, что она могла ранее закрывать нос или рот. Из-за сильного разложения точную причину смерти установить невозможно. Официальная формулировка медицинского эксперта – убийство неустановленным способом. Токсикологическое исследование не обнаруживает проверявшихся веществ. На сохранившихся костях нет видимых травм. Это не означает, что нападения не было. Это означает только, что состояние останков не позволило определить конкретный смертельный механизм. Следователи считают, что вечером 24 сентября Армандо привез Мию к Таймберскан и оставил там между 8 и 9 часами. Шериф позднее скажет, что это произошло еще до первого звонка семьи в полицию. Эта деталь важна в споре о реакции той ночи.
Даже немедленное задержание Армандо около 4 утра уже не могло спасти Мию, если временная линия следствия верна. Но критика семьи касается и другого. Сохранение места происшествия, скорости выделения подозреваемого и возможности быстрее найти Мию, получить ответы и не дать Армандо исчезнуть. Обе вещи могут быть правдой одновременно. Первый сотрудник, вероятно, уже не мог изменить исход нападения. И первая реакция все равно могла быть лучше. Коротко о том, что установлено, а что нет. Установлено. Мастер-ключ, использованный без рабочей заявки. Камеры, зафиксировавшие Мию и машину Армандо. Геолокация телефона возле Таймберскан. Ложный вызов на ремонт. Не установлено. Точный момент и способ убийства. Не было ни признания, ни обвинительного заключения, ни суда. Офис шерифа закрыл дело с выводом, что за исчезновением и смертью Мии стоит Армандо Кабальеро. Это вывод следствия, не приговор. Самая страшная улика здесь не спрятана в лесу. Она встроена в саму систему дома. После смерти Мии ее родители подают иск против Арден Виллас, компании-владельца и управляющей компании, утверждая, что те не обеспечили безопасный контроль доступа. В августе 2023 года стороны достигают конфиденциального соглашения. Сумма и условия публично не раскрываются. Соглашение неравнозначно судебному признанию вины. Семья также судится с офисом шерифа и сотрудниками, критикуя первоначальную реакцию. Эти требования проходят отдельный юридический путь, и сами заявления иска не следует выдавать за установленные факты. Но самое заметное последствие дела возникает не в суде. 27 июня 2022 года губернатор Флориды подписывает законопроект SB 898, получивший название Nias Law. Закон требует проверки биографии сотрудников многоквартирных комплексов как условие найма. Проверка должна охватывать криминальную историю и реестры сексуальных преступников всех 50 штатов и округа Колумбия. Комплексы обязаны вести учет выдачи и возврата ключей, а также установить правила их хранения. Срок разумного уведомления жильца перед входом для ремонта увеличивается с 12 до 24 часов. Ни один закон не может обещать абсолютную безопасность. Проверка биографий не предсказывает каждое будущее преступление. Журнал не остановит человека автоматически. И 24 часа уведомления не помогут, если сотрудник решит проигнорировать правила. Но закон меняет главный принцип. Мастер-ключ больше не должен быть невидимой привилегией. Это контролируемый инструмент, и каждый доступ обязан оставлять след. Не только в электронике, но и в ответственности компании. Семья Мии создает фонд ее имени, который помогает семьям пропавших и выступает за безопасность арендаторов. Бабочка, которую любила Мия, становится символом этой работы. История, начавшаяся с двери, которую открыл не тот человек, превращается в требование изменить тысячи других дверей. Когда Мия исчезла, ее семья не располагала ордерами, лабораторией или доступом к базам данных. У них были ее привычки, память о ее вещах, сохраненные сообщения, телефонная камера и уверенность, что ее молчание не было добровольным. Они заметили мужчину, который слишком быстро появился в центре поисков, услышали противоречия, увидели знакомое одеяло и продолжили давить, пока цифровой журнал не показал то, что скрывали слова. У него был ключ от ее квартиры. И дело Мии Маркано напоминает: безопасность дома определяется не только замком на двери. Она определяется тем, кто может открыть этот замок без вас, кто это контролирует и что происходит после первого сигнала, что доверием злоупотребили. Если вы или ваши близкие столкнулись с преследованием, фиксируйте сообщения и нежелательные визиты, сообщайте управляющей компании письменно и обращайтесь в местные службы помощи. При непосредственной угрозе
Звоните в экстренные службы.